Что бы человек ни делал, он это делает ради достижения определенного эмоционального состояния. Достижение любой цели, будь то поездка, будь то рождение ребенка, покупка квартиры или выход на новые цифры в доходе в личном, это все ценно само по себе, но ценно это еще и потому, что это дает определенное эмоциональное состояние. Более приподнятое, более глубокое. Сегодня я дам вам рекомендации о том, как вы можете менять свое состояние буквально в ходе этого видео. Для этого вам нужно построить свою карту рождения. Переходите на сайт maya1.ru. У вас будет 3 окна. Вводите, пожалуйста, дату, время и место рождения. Нажимайте кнопочку «Рассчитать», перематывайте на свою карту и смотрите параметры Луны и параметры Солнца. Там будут римские цифры, и все, что вам нужно, это 2 вот этих параметра. Это называется дома. Меня зовут Виктор Андреев. Я 8 лет профессионально занимаюсь астрологией. Провожу астрологические консультации как в разовом формате, когда нужно решить какой-то вопрос здесь и сейчас, так и в формате сопровождения 2 или 3 месяцев, когда нужно подробно поработать с какой-то темой или со всеми сферами жизни. Немножко вводной теории. У нас есть 2 базовые силы внутри нашей психической организации. Есть сила подсознательная, которая скрыта от нас, для которой крайне важно переживать чувство или эмоцию внутреннего благополучия или спокойствия. Когда мы внутри благополучны, когда мы спокойны, у нас вырабатывает наше подсознание очень много энергии, которая дает нам возможность двигаться дальше, двигаться вперед, что-то пробовать. Это все то, что мы отнесем с подсознанием, и с точки зрения астрологической модели и моей системы Майя, это Луна. То есть ваша Луна – это ваша подсознательная сила, которая стремится к эмоциональному внутреннему благополучию и спокойствию. Вторая сила внутри вас – это сила, связанная с вашим творческим потенциалом. Фактически это такой большой внутренний хочушка, который стремится проявить себя, стремится что-то сделать, что-то привнести. И главное, к чему он стремится, это управлять своей жизнью, быть автором. Все это связано уже с Солнцем в вашей карте рождения. И сегодня я проговорю про 2 этих параметра. Параметр Луны, каким образом и с помощью чего вам приходить в равновесие, в чувство внутреннего благополучия, спокойствия, и каким образом вам переключаться в состояние творчества Луна и Солнце. Что вам важно базово понимать? Система домов, которая используется в астрологии, она говорит о том, в каких ситуациях, в каких сферах жизни, с какими людьми вы будете чувствовать, если по-лунному, себя в безопасности, в чувстве внутреннего благополучия, вам просто будет хорошо. А Солнце, в каких ситуациях вы будете расти, что будет распаковывать ваш творческий потенциал. Вся система домов состоит из числа 12. И все эти 12 домов делятся на 4 части. Фактически в них есть ответ на вопрос, зачем живут люди. Первый ответ на вопрос, зачем живут люди, и это первая система домов или первая часть домов из 12, это самопознавать себя, самопознанием и самореализация. То есть, другими словами, узнавать себя и проявлять себя. И от этого люди чувствуют себя хорошо. Вторая система домов или вторая часть домов – это материальное процветание. Или быть здоровым, иметь ресурсы, иметь доходы, иметь профессию, которая дает возможность иметь все эти доходы и покупать на них то, что физически, материально делает нашу жизнь стабильнее и спокойнее. Третья часть домов – это дома, направленные на развитие разума, на построение отношений, будь то личных отношений, межличных отношений, будь то отношений в группе, с коллективом, с обществом, в котором живет человек. И это третья часть домов. И для чего живут люди. И четвертая часть – это уже чувственное познание. Это максимальное познавание жизни во всех ее переживаниях, очень глубоких. И это, конечно же, духовное развитие. Итого у нас 4 глобальные цели, связанные с домами. Самопознание и самореализация, материальное процветание, развитие своего разума и построение отношений, личных и в группе, и чувственное познание и духовное развитие. И мы начнем с Луны. Я пройдусь по каждому дому Луны. К этому моменту очень важно вам понимать
в каком доме находится ваша Луна. Я вам буду показывать карты, они нужны только лишь для того, чтобы вы увидели цвет. Если у вас Луна находится в первом доме, первый дом, он такой вот красненький, то есть он связан со стихией или он несет в себе стихию огня. И единица связана с личностью, с тем, что есть я как личность и как я проявляюсь. И здесь две позиции. Мне хорошо, потому что Луна связана с внутренним благополучием, и значимые люди, с которыми мне важно выстроить отношения. Первый дом — это ваша личность, это ваше тело. И Луна говорит о том, что мне хорошо, когда я знаю, что я хочу, когда я хорошо чувствую себя физически, когда я хорошо внешне выгляжу. Буквально, если вы смотрите на себя в зеркало, если у вас Луна в первом доме, и вы видите такого цветущего человека, у которого горят глаза, вы себя будете чувствовать очень хорошо. Потому что у нас есть зеркальные нейроны, если немножечко в нейробиологию выход сделать. Когда вы видите себя, ваши зеркальные нейроны говорят, что хозяин или хозяйка, с тобой все в порядке. Поэтому Луна в первом доме. Заниматься подробно своим телом, своей внешностью, своим внутренним самосовершенствованием. И еще очень важный момент — это постоянное самопознание, чтобы мне не только физически себя хорошо чувствовать, но чтобы и понимать, какая есть моя личность. И чтобы моя личность, когда она проявляется, это вызывало определенные овации, привлекало других людей и так далее, и так далее. То есть все то, что связано с моим «я», от этого человеку будет хорошо. Если мы говорим, какие значимые люди для Луны в первом доме, чтобы чувствовать себя хорошо, это, конечно же, партнер, то есть тот, кто находится напротив меня, с кем у меня есть межличностный контакт. И если в результате этого мое подсознание говорит мне, что мне приятно с этим человеком находиться, вы себя лучше будете чувствовать. Второй момент, если мы говорим про значимых людей, это ваши оппоненты, которые дают вам запросы, которые побуждают вас включиться, мобилизовать свои силы и быть от этого лучше. Поэтому эти люди, они дают вам ресурс. Луна во втором доме. Если у вас позиция Луны во втором доме, карта выглядит зеленым цветом. Зеленый цвет связан со стихией Земли. И основная задача — это материальное процветание. Второй дом — это наши базовые ресурсы, которые возвращают нас в собственное тело и дают возможность чувствовать себя, помимо того, что в безопасности, еще и очень сытым. Поэтому здесь первый момент — это заниматься очень подробно своим телом. Знать, что желает мое тело, знать, какое давление где возникает и как я могу менять свои собственные настройки тела, свое собственное состояние. Следующая тема по поводу Луны во втором доме — это наличие ресурсов. Буквально, если вы зарабатываете, часть процентов откладываете себе на накопительный счет, собираете финансовую безопасность. Наличие продуктов в доме, кажется, это очень просто, но это тоже вашей Луны будет давать чувство безопасности, чувство внутреннего спокойствия. Поэтому телесная практика, наличие ресурсов. И еще очень важный момент, наверное, это больше важно для женщин, это наличие собственного источника дохода, который не зависит от вашего партнера. То есть я сама, если вы женщина, могу заработать себе ресурс. Для мужчины это крайне важно, и особенно для Луны во втором доме. Поэтому резервы, свои собственные финансы и источники доходов, работа со своим собственным телом для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Если мы говорим про значимых людей, какими людьми себя важно окружать? Теми людьми окружайте себя, если у вас Луна во втором доме, которые вам привлекательны. Вот вы смотрите на них, и у вас радуется глаз от того, какой человек стройненький, подтянутый, с горящими глазами, или делает какие-то красивые вещи сам по себе или в отношении с вами. И еще очень важный момент по второму дому — это ваши клиенты, которые дают вам запросы, и вместе с этими запросами они готовы вам платить. То есть это тоже будет включать вашу Луну во втором доме. Луна в третьем доме. Третий дом связан со стихией воздух, то есть он несет в себе стихию воздух. И третий дом связан с тем, как мы развиваемся, как мы общаемся. Если у вас Луна находится в третьем доме, то основная задача — это развивать свой собственный разум и строить продуктивные, короткие, наполняющие отношения, где нету жестких обязательств. То есть третий дом — это интерес, любознательность, и ваших интересов, любознательности должно быть много. Пропишите себе список ваших хочушек. Что хочу узнать, где хочу поучиться, что хочу исследовать, где хочу побывать. Маленькие даже города, маленькие путешествия или отдельные районы в вашем городе, или какие-то места, где вы давно хотели бы побывать.
Следующий момент, третье, это такой план своего личного развития, как долгосрочный, там, на год, на два, так и краткосрочный. Что я на этой неделе хочу почитать, где побывать, что я на следующей неделе хочу побывать и где побывать. И если мы говорим про значимых людей, которые будут давать вам чувство равновесия и спокойствия, это, конечно же, ваш близкий круг. Это как родственники, с которыми вы строите отношения, и у вас хорошие качественные отношения, так и люди, которые вам глубоко интересны, такие интеллектуалы, люди, разбирающиеся в какой-то теме, или люди, хорошо, глубоко понимающие, что сейчас происходит, что актуально, что делать и так далее. В общем, люди, которые в курсе новостей, но не токсичных новостей, а тех новостей, которые несут определенные возможности в вашу жизнь. Поэтому Луна в третьем доме. Общаемся, дружим, познаем новые места, планируем, делаем списки того, что я хочу узнать, того, где я хочу побывать, и, конечно же, окружаем себя людьми, интеллектуалами, любознательными, классными. Ну и налаживаем контакт со своими близкими людьми, родственниками, соседями и так далее. Луна в четвертом доме. Выглядит она таким морским цветом уже. Четвертый дом связан с нашими корнями. Это водная стихия. Это то, как я себя и с помощью чего, и с помощью каких мест возвращаю ресурсное состояние. Поэтому первая часть, если у вас Луна находится в четвертом доме, чтобы вернуться в состояние спокойствия, вам нужно убрать лишние факторы, которые влияют на вас, связанные с конкретным местом, где вы находитесь. Если это дом или ваша комната, проведите генеральную уборку, уберите лишние запахи, лишние вещи, которые вам мешают. Вы от этого лучше себя сразу будете чувствовать. Если вам тянет буквально телом выйти из привычного дома, пожалуйста, места силы, которые для вас являются такими персональными источниками, посидеть у озера, сходить в любимый парк, съездить в любимое кафе, посидеть с любимым приятелем, который очень теплый, очень приятно, очень дает много таких каких-то очень глубинных переживаний и состояний. То есть здесь терапия себя собственная местом, терапия очень душевными, теплыми людьми и, конечно же, местами силы, которые вас наполняют. Еще очень важный момент, который вас может включить, если у вас Луна в четвертом доме, это, конечно же, люди, которые побуждают вас больше заботиться или о которых вам хочется заботиться. Это может быть люди, может быть домашние животные, может быть просто ваша какая-то территория во дворе, которую вам важно содержать в чистоте. Там растут какие-то клумбы, вы туда потихонечку вкладываетесь своими ресурсами, от этого лучше себя чувствуете. Конечно же, вот перебирание каких-то очень таких ценных моментов в вашей жизни тоже будет возвращать вас в чувство внутреннего благополучия. Луна в пятом доме. Пятый дом, он красный, он связан со стихией огнем. В чем его особенность? Это тема самопознания и самореализации. Луна в пятом доме, она говорит о том, что у меня есть талант, и я хочу его проявить. С одной стороны, это такое напряженное положение, потому что Луна, она связана с внутренним благополучием, и она связана со спокойствием. А здесь человек с Луной в пятом доме, он спокоен, когда вокруг него есть публика или эмоционально значимые люди, для которых он может своим талантом, своей способностью, своей уникальностью как-то подсветить. И поэтому здесь окружение очень сильно определяет. И если я для этого окружения могу что-то привнести, могу о них позаботиться, могу вложить в них какую-то эмоцию, какой-то талант, я от этого себя буду чувствовать хорошо. Если мы говорим про пятый дом, как некоторые ритуалы, конечно же, это ритуалы самопознания, ритуалы погружения в самого себя, ритуалы развития своего персонального глубинного какого-то интереса, глубинного таланта. Ну и, конечно же, в идеале прийти к своему делу, который без меня или лучше меня никто не сделает. Для Луны в пятом доме это большое благо и очень много дает ценного, полезного ресурса. Луна в шестом доме. Оно зеленого цвета, оно связано с материальным процветанием. Что такое шестой дом? Шестой дом – это наши базовые задачи, которые нам нужно с помощью своих знаний, жизненной силы, с помощью своих энергий и способностей решить. Причем решить самостоятельно. В результате Луна в шестом доме, она гармонизируется, дает вам чувство внутреннего благополучия, когда у вас полный порядок в ваших делах, полный порядок на работе, и когда вы можете своими способностями создать для других людей благо, которое они могут потрогать, ощутить, прочувствовать и
пережить какое-то чувство такого, что вот мне помогли. То есть это история окружать себя людьми, которые нуждаются в вас и для которых вы можете привнести какой-то элемент заботы в их жизнь, создать для них ясность, порядок, будучи в их какой-то территории, где они находятся, будучи в их делах, в их процессах каких-то жизненных. Это все вас будет поддерживать и питать. Поэтому Луна в 6-м доме, порядочек все в делах, порядочек в доме, порядочек в рабочих задачах, переделанные дела, расставленные пункты, тоже Луна от этого в 6-м доме себя хорошо чувствует. Ну и, конечно же, люди, которые в вас нуждаются, которым вы можете помочь, поддержать их, снабдить их определенными инструкциями, определенными ресурсами и быть для них таким человеком, который создает здоровье в их жизни, в их процессах, в их делах. Луна в 7-м доме. Луна в 7-м доме связана с синей. Синяя стихия – это воздух, это построение межличностных отношений, когда я общаюсь в равных позициях со своим партнером. Партнером может быть клиент ваш, к примеру, который дает вам персональные запросы. Партнер может быть ваш человек, с которым вы строите вместе жизни какие-то долгосрочные жизненные проекты. Партнером может быть ваш партнер по бизнесу. То есть это сонастройка с человеком, который рядом со мной, очень много дает ресурса. Потому что 7-й дом, он связан с развитием разума, а когда мы строим отношения, мы лучше, глубже познаем как свою природу, так и природу нас, людей в целом, так и, конечно, он связан с построением межличностных глубинных отношений. Поэтому Луна в 7-м доме. Сонастраиваемся со своим партнером, с клиентом, партнером, с коллегой и умеем понимать потребности свои в отношениях и партнера в этих отношениях. Ну и, конечно же, здесь важно тех людей, с которыми с вами рядом, сонастраивать тоже с вашим общим каким-то вайбом, чтобы и вам, и им было хорошо. И плюс, если у вас есть о ком-то лично позаботиться, это тоже вас будет включать и будет вводить вас в определенное, очень такое здоровое, внутреннее, спокойное состояние. Когда не только у меня все хорошо, но и хорошо у тех людей, за которых я несу ответственность или с которыми я строю такие равноправные отношения. Коллега, друг, приятель, клиент, подружка и так далее, и так далее. Луна в 8-м доме. 8-й дом связан, естественно, в зодиаке с стихией воды, и 8-й дом, он уже немножечко такой таинственный. В чем там тайна? Если посмотреть некоторую логику, в 7-м доме мы заключаем равноправные межличностные отношения. В 8-м доме мы углубляемся в этот межличностный контакт и сталкиваемся с скрытыми ресурсами, психическими в первую очередь, которые освобождаются как внутри нас, так и внутри нашего партнера. Поэтому 8-й дом – это тема познания жизни и другого человека на очень глубинном слое, на глубинных каких-то переживаниях. И здесь, конечно же, столкновение с определенными кризисами, потому что когда мы начинаем отношения, мы всегда пребываем в некоторые иллюзии относительно нашего партнера. Когда мы входим в более глубокий контакт, мы начинаем видеть то скрытое, что вначале было незаметным. Поэтому Луна в 8-м доме – это такой терапевт сам по себе. Поэтому очень важно для внутреннего спокойствия это как бы проникать глубже в суть того явления или того человека, или того процесса, с которым я контактирую прямо сейчас. Первое. Я исследую то, что мне интересно. Второе. Я копаюсь целенаправленно в своем партнере, в своих клиентах. И следующая тема – это некий такой вот вызов, чтобы всегда я чувствовал или я чувствовала какой-то вызов со стороны тех людей, которые есть, со стороны тех процессов, в которых я участвую. В общем, такой вызов, глубинное познание, глубинное проникновение. И очень важный момент для людей с Луной в 8-м доме – это ощущать вот эту пульсацию жизни, что она через меня гудит, эта жизнь, что я преображаюсь, я трансформируюсь. И вот, конечно же, умение выходить из состояния страдания и умение выводить из него других людей. Потому что кризисы неизбежны. С Луной в 8-м доме, если она у вас там находится, вы наверняка уже знаете, что это очень такая позиция напряженная. И здесь всегда вот это проникновение, какое-то вот столкновение с чем-то, пересборка и заново с новыми силами начинать двигаться. Луна в 9-м доме. Она окрашена красным цветом, то есть стихия огонь, и базово она несет в себе самореализацию и самопознание. 9-й дом достаточно сложный в своем понимании. И если вот первый дом, да, на примере, первый дом — это я знаю то, что я хочу, я имею контакт со своим телом,
знаю свои личностные особенности и проявляюсь. 5-й дом, я знаю, что меня эмоционально цепляет, я знаю то, что во мне свернуто как способность, талант, и я могу ее проявить. То 9-й дом это уже такой дом общественного некого процесса. Общество у нас связано с смыслами и идеями. Поэтому первая тема, которая есть, это выходить для Луны в 9-м доме, чтобы чувствовать спокойно, выходить за привычные способы смотреть на любой процесс. То есть смотреть его в перспективе. Когда вы изучаете, исследуете что-то, вы смотрите не на просто предмет или просто человека, а на него в цепочке всех отношений, всех обстоятельств, которые есть. Изучаете вы, например, вот берете какого-то человека, вы смотрите на него как на члена семьи, смотрите на него как на того, кто родился в определенной местности, то есть как на члена там поселка или какого-то населения. Смотрите на него как субъекта определенной профессии. Смотрите на него как субъекта определенной там федерации, как на человека в целом вы смотрите на него, как на мужчину, к примеру, если мы выделяем какие-то категории. Поэтому 9-й дом это такое системное познание любого процесса, в котором вы участвуете. Это первый момент. Второй момент это, конечно же, развитие своего мышления. Что такое мышление? Это то, что дает возможность, нам сложно видеть какой-то процесс или какого-то человека или ситуацию и принимать такие решения, делать такие шаги, которые нам помогают достигать задачи свои, достигать цели свои и удовлетворять какую-то потребность. Если вы умеете мыслить, то, как правило, вы хорошо понимаете вещи, и вы способны с этими вещами строить взаимодействие. 9-й дом с точки зрения людей – это выстроенные отношения с людьми, которые обладают недюжим таким интеллектом, то есть это мыслители, это учителя в любом виде, в любой форме, это мощные общественники, которые по делам, их можно сразу увидеть, что они делают большие, очень важные, очень значимые дела. Ну и это, конечно же, любые люди, которых вы можете назвать учитель с большой буквы. Это то, что для Луны в 9-м доме. Луна в 10-м доме. Связан он с зеленым цветом стихия Земли и связан он с материальным процветанием. Когда человек осознал свои корни, когда он осознал свои таланты, когда он развил эти таланты, когда он научился предлагать эти таланты, способности другим людям и входить в равновесные отношения, когда он научился решать определенные проблемы, когда он научился из этих проблем извлекать определенные идеи, смыслы и находить свое место, тогда он как раз попадает в 10-й дом. Луна в 10-й дом тянет вас в сферу общественного признания. Такие вопросы там, как я могу заботиться о своей группе, для которых я несу благо какое-то. Это сфера нашей профессии, это сфера нашего призвания общественного, где мы для группы несем какое-то благо. Поэтому первый момент для Луны в 10-м доме – это наличие дела, профессии, где я могу помочь, поддержать, позаботиться о других людях. И это не на уровне того, что сегодня делаю, завтра не делаю, а это на уровне жизненной практики, желательно ежедневной или хотя бы там с понедельника по пятницу. То есть я чувствую себя спокойно, формула Луны в 10-м доме, когда тружусь на благо других людей. Это первый момент. Второй момент, я чувствую себя спокойно, мне очень хорошо, когда я сам или сама ставлю себе цели и достигаю этих целей, тем самым ощущаю, что я управляю своей жизнью. Я могу расти, я могу ставить цели и могу их достигать. И третий момент – это наличие авторитета своего собственного внутри той группы. То есть я не просто линейный какой-то сотрудник, а я руководитель, я не просто предприниматель, а я самый значимый игрок рынка. Вот Луна в 10-м доме, она стимулируется вот этими иерархическими некоторыми потребностями. Если мы говорим про людей, то это наличие очень мощного, сильного партнера, с которым я могу вместе развиваться, который реализован в обществе, у которого есть профессия, у которого есть дело. Это наличие тех руководителей, за которыми хочется тянуться. Это тема 10-го дома. Ну и, конечно же, наличие такого очень интересного действия и дела, в котором я могу реализовываться практически бесконечно. Это все то, что Луну в 10-м доме очень сильно включает. Луна в 11-м доме. Это очень сложный дом, связан он с синей, то есть это стихия такой воздуха, достаточно высокая. Она про развитие разума, про умение очень сложно мыслить, и она про построение отношений, но отношения уже в группе. Поэтому для Луны в 11-м доме очень важна своя группа, свое сообщество, и те, которые живут очень схожими ценностями, и те, которые современные, прогрессивные, передовые. То есть буквально 11-й дом – это моя тусовка, благодаря которой я интеллектуально обогащаюсь, и благодаря которой я просто вот ночью меня разбуди,
если разбудит меня кто-нибудь из моего 11 дома, я встану и побегу это делать. То есть буквально 11 дом — это мое окружение, мое сообщество, и это интересные проекты, которыми действительно хочется заниматься, за которыми и у которых есть будущее, или за которыми будущее, и которые сегодня такие, завтра другие, но все направлены в одном каком-то векторе, в одном направлении. Конечно же, надежный какой-то друг, надежный партнер, который на одной волне или на схожем вайбе, это тоже для Луны в 11 доме очень большая потребность, которая дает возможность чувствовать себя спокойно и безопасно. Луна в 12 доме. Финальный 12 дом водного он цвета, потому что он связан с чувственным познанием и с духовным развитием. Фактически 12 это последний дом, потому что дальше после него начинается новый цикл, мы переходим снова в первый дом и поехали. Что для людей в 12 доме? Он очень такой вибрирующий. Поэтому первая задача — это здоровая среда, в которой минимальные какие-то грубые вибрации, скажем так, минимальные грубые звуки, минимально грубых людей, которые несут вот этот вот раздражение, напряженность, страдания и так далее. Поэтому первая тема, чтобы чувствовать себя безопасно для Луны в 12 доме, это уединяться и буквально, есть такое понятие, депривация. Это убирание со своих рецепторов всего того, что их перестимулирует. То есть это убирание звуков, это уединение, это гуляние на природе, это пребывание в естественной среде, которая не коснулась цивилизации. То есть буквально гулять по диким тропам, по тропинкам, иметь какой-то свой такой, знаете, как келью или маленькую такую медитативную комнату, где вот только ваши образы, где приятно, чисто, просторно, светло и где нету лишних вибраций людей. Поэтому первый момент — это свое место, где мне хорошо. Второй момент — это уединение. Третий момент — это музыка сердца тех людей, которые вам близки, то есть с которыми вы можете поделиться или очень приятно молча пообщать. И если мы говорим про значимых людей, то, конечно, это очень чистые, очень совестливые, очень духовно богатые люди, такие личности с большой буквой. И когда вы их просто образ их воспроизводите, вы уже чувствуете себя хорошо. Поэтому для людей с Луной в 12 доме, с гипер вот этой чувствительностью, освобождайте свое окружающее пространство, убирайте лишних людей оттуда и учитесь заботиться о тех, кого к вам приводит жизнь, чтобы вы их могли поддержать, сострадать им и как-то вспомнить о том, что вы можете привнести даже своим настроем, своим взглядом в их жизнь что-то очень такое глубокое и полезное. Я разобрал базовую информацию по Луне и по Солнцу в домах. Есть еще десятки параметров, которые нужно разбирать и важно разбирать персонально, потому что это требует определенной сонастроенности, определенного запроса. Если вы хотите глубже разобрать свою карту, то лучшее решение — это прийти на персональную консультацию. Вы заполните большую анкету, если вы придете ко мне, определите, проясните свои запросы, и мы с вами персонально, глубоко проработаем каждый элемент вашей карты, и у вас будут готовые ответы на вопросы. Приходите, буду рад вас поддержать, помочь и объяснить тонкости вашей природы и, главное, побудить вас пользоваться ей еще более ярко и качественно.